Всем привет, дорогие друзья! У меня на канале уже есть огромное количество выпечки с творогом. Хочу предложить вам рецепт замечательной, очень простой запеканки, которая готовится буквально за 5 минут, конечно, плюс выпечка. Она без муки и без манки. Рецепт простейший. Выпекать запеканку я буду в разъемной форме, диаметр 20 см. Беру большой кусок пергаментной бумаги и хорошо сомну его. Выстилаю бумагой форму. Бока формы должны быть чуть-чуть нарощены, так как во время выпечки запеканка будет довольно высоко подниматься, а затем она снова осядет. В миску выкладываю творог. Как всегда, я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю кефир. Вместо кефира можно использовать сметану. Добавляю мягкое сливочное масло. Если вы не хотите использовать масло, можете заменить его таким же количеством творога. Тогда запеканка будет более диетическая. Но с маслом она получается более нежная и вкусная. Добавляю яйца. Вес одного яйца без скорлупы 50 граммов. То есть всего у меня здесь 200 граммов яиц. Добавляю сахар, соль, 2 чайные ложки экстракта ванили. Экстракт ванили можно заменить ванильным сахаром. И всыпаю кукурузный крахмал. Можно также использовать и картофельный. Погружным блендером хорошо все перетираю в однородную массу. По желанию в творожную массу можно добавить любые сухофрукты или орехи. Я сегодня добавлю клюкву. Перемешиваю. Творожное тесто переливаю в форму для выпечки. Кстати, пергаментную бумагу я ничем не смазывала, она у меня хорошего качества. Разравниваю. Можно слегка форму потрясти, чтобы тесто распределилось равномерно. Как видите, с этой запеканкой фактически нет никаких забот. Все смешал блендером и отправил запекаться. Сейчас форму с тестом отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Запеканка у меня уже готова. Выпекалась она 50 минут. Сейчас я ее оставлю остывать минут на 10 в выключенной духовке. Сейчас мою запеканку я оставляю остывать прямо на столе в форме до комнатной температуры. Аромат стоит просто потрясающий. Сейчас запеканка получается еще такая довольно высокая, но во время остывания она еще осядет. Остывшую запеканку извлекаю из формы. Сверху запеканку я немного украшу взбитыми сливками. Либо можно ее просто присыпать сахарной пудрой. Выкладываю в центр цветочков кусочки клюквы. Получилась очень красивая творожная запеканка. Она выглядит фактически как торт. Сверху я еще немного присыплю сахарной пудрой. Придам ей воздушности. Будем готовить замечательный яблочный пирог на творожном тесте. Пирог получается очень вкусный, такой нежный. Уверена, для всех любителей яблочных и творожных пирогов этот рецепт настоящая находка. Выпекать пирог я буду вот в такой круглой форме. Выстелила ее пергаментной бумагой. Диаметр формы по дну 24 сантиметра. И форма у меня расширяется кверху. Сверху диаметр ее 28 сантиметров. Бумагу слегка смазываю растительным маслом без запаха. Подготовлю яблоки. Одно я буду использовать для украшения, остальные добавлю в тесто. С яблок срезаю кожицу, удаляю сердцевину и нарежу средними кусочками. Полью яблоки лимонным соком и перемешаю. Приготовим тесто. В миску отправляю мягкое сливочное масло. Добавляю сахар. В течение 4-5 минут взбиваю масло с сахаром в пышную светлую массу. Добавляю в миску творог. Я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Хорошо перемешиваю. По одному добавляю яйца и перемешиваю. Вес одного яйца примерно 50 граммов. Если вы будете использовать яйца крупного размера, можно брать 3 штуки.
Добавляю экстракт ванили. Вместо экстракта ванили можно использовать ванильный сахар. И просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю все лопаткой. Это тесто не любит долгого вымешивания, поэтому просто хорошо все соединяем до однородности. Если долго вымешивать это тесто, оно затянется и будет плотным. А так оно получается очень нежное и воздушное. Посмотрите в итоге, какое тесто должно получиться. Очень мягкое. Добавляю в него порезанные яблоки. Перемешиваю. Фактически для пирога мы приготовили очень вкусное кексовое тесто с добавлением творога. Именно творог придаст тесту влажность. Отправляю тесто в форму для выпечки. Разравниваю. Подготовлю украшение. У яблока удаляю сердцевину и нарежу его тонкими дольками. Яблоки выкладываю сверху рисунком. Просто дольки вот таким нахлестом утапливаю в тесто. Можно выложить по кругу, как вам больше нравится. Я сделаю такие ромбики. И сейчас все. Я отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50-60 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Готовность пирога обязательно проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухая. Оставляю его остывать на решетке. Когда пирог остыл до теплого, сверху его можно присыпать либо сахарной пудрой, либо можно сделать сахарную глазурь. У меня здесь 80 граммов сахарной пудры, и я постепенно буду вливать лимонный сок и хорошо перемешиваю. Не вливайте сразу много сока, чтобы глазурь не получилась слишком жидкая. Вместо лимонного сока можно использовать апельсиновый сок, либо можно добавить просто молоко или воду. Я добавила примерно 2 столовые ложки лимонного сока, но глазурь получилась сейчас еще немного густая. Поэтому я добавлю чуть-чуть воды, уже не хочу добавлять сок. Она получается такая с кислинкой, будет прекрасно сочетаться с яблоками. Поливаю пирог сверху глазурью. Я не хочу весь пирог заливать глазурью, а сделаю вот такие полоски. Пирог получился такой пышный, воздушный. Друзья, это просто потрясающе вкусно. Я готовлю очень вкусный песочный пирог с творожной начинкой и кокосовой песочной крошкой. Сказать, что этот пирог вкусный, это ничего не сказать. На мой взгляд, это просто великолепная, самая простая выпечка с творогом к чаю. Яйцо смешаю с экстрактом ванили. В миску просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль и сахар. Перемешиваю. На крупной терке натру масло. Периодически масло перемешиваю с мукой. Перетираю масло с сухими ингредиентами до получения однородной крошки. Делаю углубление и вливаю сюда разболтанное яйцо. Замешиваю тесто. Долго вымешивать это тесто не надо, просто все собираем в один ком. Песочное тесто вообще не любит долгого вымешивания, тогда оно получается очень вкусным. Если вы видите, что тесто получается таким достаточно сухим, можно добавить 1 столовую ложку холодной воды. Я добавляю. И наоборот, если вы видите, что тесто слишком влажное, можно добавить немного муки. В итоге тесто должно получиться таким достаточно мягким, но не рассыпающимся в руках и вместе с тем не прилипающим. Вот такая нежная консистенция. Перекладываю его в пакет и отправлю в холодильник минут на 15-20. Масло ножом порежу на небольшие кусочки. В миску всыпаю муку, кокосовую стружку, сахар. Сахар можно корректировать по вкусу. Я беру не слишком много сахара. Немного все перемешиваю
и добавляю кусочки масла. Если вы не хотите использовать кокосовую стружку, ее можно заменить таким же количеством обычной муки. Получится просто обычная песочная крошка. Вот такая в итоге крошка должна получиться. И пока я ее отправляю в холодильник. Выпекать пирог я буду в разъемной форме, диаметр 24 см. Дно выстелила пергаментной бумагой. Ничем не смазываю. В творог добавляю яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Творог у меня домашний, мягкий. Как сделать такой творог дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Всыпаю сахар. Сахар можно корректировать по вкусу, в зависимости от того, какой у вас творог. Добавляю 30 граммов кукурузного крахмала и 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно использовать и ванильный сахар. И теперь эту массу я хорошо пробиваю блендером до однородности. Получилась вот такая очень нежная творожная начинка. Стол слегка подпыляю мукой. Выкладываю тесто, сверху также его слегка подпыляю мукой и раскатываю в круглую лепешку диаметром больше, чем моя форма. Тесто слегка застыло в холодильнике, можно его вот таким образом подправлять. Если вам неудобно раскатывать тесто, вы можете просто его распределять руками по форме, но мне так удобнее. Так тесто, получается, распределяется очень равномерно. Дно получается одной толщины. Тесто подпыляю мукой. Накручиваю его на скалку. Так его удобно будет переносить. Если тесто где-то чуть-чуть рвется, трескается, в этом нет ничего страшного. Все потом легко подправить прямо в форме. Переношу его в форму. Закрепляю бортики и все хорошо прижимаю. Там, где излишки теста, я отщипываю. Там, где теста не хватает, добавляю. У меня получилась вот такая корзинка из теста. Мне очень нравится, что здесь ровное дно. Выливаю на тесто творожную начинку и распределяю ее ровным слоем. Края теста я немного опускаю, но не сильно, так как у меня еще сюда будет идти крошка. И также я буду добавлять немного ягод малины. У меня здесь пол чашки замороженной малины. Добавляю примерно пол столовой ложки крахмала. Перемешиваю и выкладываю малину сверху на начинку. Это, конечно, по желанию. Если вы не хотите, можно никакие ягоды не добавлять. Можно использовать свежие ягоды или фрукты. И теперь насыпаю сверху кокосовую песочную крошку. Распределяю ее равномерным слоем. И сейчас мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. И еще один такой небольшой нюанс. Вот эта вот кокосовая песочная крошка довольно быстро подгорает, поэтому за этим надо следить. Примерно минут за 15 до окончания выпечки я прикрою мой пирог фольгой. Вот такая красота у меня получилась. Сейчас оставляю мой пирог остывать прямо в форме. Внутри как будто еще такая слегка живая серединка. Поэтому пирог сразу из формы не доставайте. Дайте ему полностью остыть. Этому пирогу невероятную изюминку придает именно кокосовая песочная стружка. Рекомендую приготовить этот замечательный пирог и попробовать. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.